Российская агрессия. Да, это уже абсолютно доконанный факт. Его сейчас уже не будет отрицать никто в мире абсолютно. Российские солдаты десятками погибают, десятками попадают в плен. Российская техника уже на нашей территории, уже в наших руках, собственно говоря, и сомневаться в агрессии не приходится. Действительно, что касается южного сектора, два момента, о чем я говорю, нужно разделить на две части. Первое – это вопрос Новоазовска. Действительно, район Новоазовска и все за рекой Еланчик фактически сейчас оккупировано непосредственно российскими войсками. ДНРовцев там нет, ни гражданских представителей ДНР, ни вооруженных сепаратистов нету. Есть только, насколько нам известно, десантники, скорее всего, Псков на данный момент. Значит, и никого более. Почему отступили от Новоазовска? Почему заняли рубеж, собственно говоря, по реке? В результате проведения вот этих вот северней операций, Иловайск и так далее, с южного направления была оттянута вся бронетехника. Кроме того, сам город Новоазовск попадает в действие не только реактивной артиллерии, но и элементарно ствольной артиллерии армии Российской Федерации. Поэтому плотность обстрела пехотных подразделений украинской армии была такова, что удерживать на этой территории было просто невозможно. Несколько отступили, заняли рубеж, доставлены противотанковые средства, их более чем достаточно. Азов сейчас находится на переднем крае, в том числе и в противотанковых группах. И ситуацию надо воспринимать однозначно как напряженную, но не критическую на данный момент. Сейчас строится крепкая линия обороны. Я думаю, что если резервы вовремя будут перекинуты, то вопрос с походом на Мариуполь будет однозначно закрыт. Вторая часть этого вопроса – это сегодняшняя появившаяся информация о боях в Мангуше, Урзуфе, охвате Мариуполя дорогой через Старобешево, Волноваху и так далее. Данная информация появилась не только в российских, в том числе и в украинских СМИ. Вот эти СМИ являются самым банальным оружием Российской Федерации, точно таким на территории Украины, как град, танк или пехотинец, или десантник. То есть это оружие, которое используется для дезинформации, для создания паники, для деморализации армии, вооруженных сил, населения как такового. С этими средствами надо бороться, я имею в виду информационными, которые распространяют подобную информацию. Мне кажется, точно так же, как и с противником, просто уничтожать их, как средство массовой информации. Никаких боев, прорывов в сторону Волновахи, Мангуша, Урзуфа, высадки десанта и так далее не было. Нет никаких действий и со стороны Мариуполя. Они были 3-5 дней назад, когда десантура и ДНРовцы производили активную, работа производилась активная разведдиверсионных групп. Такие группы, с ними были боестолкновения, некоторые отошли, некоторые были выявлены. Некоторые разведчики были уничтожены. И сейчас они не ведут активную работу в этом направлении. Их отодвинули значительно дальше. Линия строится намного восточнее Мариуполя и Волновахи. Так что никакой угрозы похода на Бердянск, Запорожье, выход на Одессу и так далее я сейчас не вижу. Вопрос будет в том, власть будет реагировать полноценно, то есть вовремя, или как в Крыму даст ситуации дойти до критического своего пика, даст противнику накопиться, тогда будет неизвестно, тогдашнее развитие ситуации будет неизвестно. На данный момент силы резервов достаточно, чтобы удерживать Мариуполь. Сама помощь в городе, сама фортификация города и так далее производится очень быстрыми темпами. Я уверен, что нужно сейчас не паниковать, потому что паника, она как волны расходится все дальше и дальше. Относиться к всему совершенно спокойно, верить армии, верить добровольцам, оказывать посильную помощь, конечно, армии
ну, как таковым органом правопорядка. По той причине, что, да, не секрет, что, конечно, Мариуполь сегодня четко показал свою позицию. Более чем 10-тысячный митинг в городе, в прифронтовой достаточно истеричной атмосфере, это показатель, ну, того, что этот город не менее украинский, чем Львов или Белая Церковь, на самом деле. Вот. Но, конечно, есть и пятая колонна. Выявлять эту пятую колонну тоже нужно помогать, это факт. Необходима срочная переброска, опять-таки, тяжелой техники. Мы опять на 2 шага отстаем от развития событий. Мы воспринимаем эту войну как, ну, такую войну, как велась в Афганистане, Чечне с незаконными вооруженными формированиями. Мы воспринимаем это как антитеррористическую операцию и так далее. Речь идет о полномасштабной войне, классической войне, которой фактически, можно сказать, мир там не видел после арабо-израильских войн, там, ну, их были, можно пересчитать на пальцах одной руки, подобные войны после окончания Второй мировой. Основным средством поражения здесь является артиллерия, является бронетанковая техника и в последнюю очередь стрелковое оружие. Соответственно, чтобы противостоять такой группировке, нам нужны противотанковые средства, танки, потому что танк — это лучшее оружие против танка, артиллерия. Это то, чего необходимо. В остальном классы, весовые категории сейчас добровольческих подразделений украинской армии и внутренних дел и Нацгвардии, соответственно, совершенно не соответствуют весовой категории и российской армии как таковой, которая действует десантными, мотопехотными и танковыми подразделениями, и ДНР. Количество тяжелого оружия, у которых уже тоже, ну, является фактически штатным для вот, там, мотопехотного подразделения, которое уже не является разгрозненными группками, не является малыми там, партизанскими отрядами и так далее. Является регулярной армией, обученной и вооруженной соседним государством. Является коллаборантами, да, вот этого соседнего государства, их передовым отрядом. Наплыв большой, но нужно еще больше. Темпы выбивания сейчас бойцов, как не страшно об этом говорить, достаточно высоки. За последний месяц только Азов потерял убитыми и ранеными почти 15% своего состава. И нужны добровольцы. И особенно нужны, конечно, квалифицированные добровольцы. По той причине, что мы сейчас все-таки утяжеляемся. Есть захваченная техника. Есть техника, предоставленная нам властью, собственно говоря. И специалистов на нее обучить значительно сложнее, чем обучать обычного пехотинца. Противотанковые средства, артиллерия, бронетехника требуют уже другой квалификации. Нам очень нужны люди с фронтовым опытом. Даже если это люди уже в возрасте, если они отличные специалисты. Нужны механики-водители, нужны наводчики-операторы, нужны артиллеристы, корректировщики. Вот все это необходимо крайне. Эту войну уже невозможно выиграть. Мы имеем дело с 127-миллионным монстром. И эту войну невозможно уже выиграть одной лишь кадровой армией, какими-то там добровольческими частями и так далее. Она приобретает черты тотальной войны. Если независимость, вот такие вопросы, как независимость, если целостность этого государства для нас важны, то мы должны будем заплатить немалую цену за них. Если они для нас не важны, ну, то стоит самим себе честно в этом признаться. Если мы готовы заплатить эту большую цену, то мы добьемся однозначного успеха, и победа будет за нами. В этом я не сомневаюсь. Вот и все.